Сегодня появилась замечательная новость о том, что у Space1 наконец-то реализовали функцию стейкинга. Но не все так просто. Стейкинг тут не такой, как принято в общих понятиях. Э, Во-первых, в статье рассказывается, что стейкинг токенов для членов премиум клуба только доступен, то есть это владельцам трех либо четырех символьных доменов BNB или ARP. Во-вторых, он не начисляет вам токены ID за стейкинг токенов ID, как это, знаете, принято в большинстве случаев стейкинга. Здесь стейкинг всего лишь увеличивает ваши награды в премьер-клубе, включая предстоящую раздачу токенов ZK от Polyhedra. И тут есть пример, как выглядит по панели управления новая. То есть вот есть три ступени. Первая там минимум 100 токенов вы стейкаете, второй 500 токенов и последняя ступень это 2000 токенов. Соответственно, вот эти вот ступени, они расписаны как уровни. И стейкать более чем 2000 ID смысла не имеет. Ну, видимо, не знаю, намекают на то, что раскидываете по аккаунтам. Хотя, опять же, домены с тремя или четырьмя символами, если у вас есть, их раскидывать по аккаунтам уже смысла не особо много, так как чем больше их на одном аккаунте, тем лучше. В этой панели управления также видно, сколько у вас доменов и на какой срок регистрации они продлены. Обратите внимание, вот здесь в примере некого стида BNB, здесь срок регистрации у его 21 домена, он от 1 до 3 лет. И на менее чем на 1 год, вот у него 4 домена. То есть, если зайдете на Space ID в премьер клуб, если у вас домен есть, можете тоже посмотреть свою статистику. Вот, у меня статистика немножко не знаю, даже лучше или хуже, чем у Стина. Наверное, все-таки хуже, так как у него доменов просто немерено. Так, и идем дальше по статье. Здесь пишут, что значит, чем больше у вас доменов и чем дольше они продлены, тем лучше. Далее будут делаться снимки сети, и вам остается, в принципе, только ждать. Так, ну и стейкинг производится в сети BNB, нет никаких ограничений по времени разблокировки, можете забрать их в любое время. Честно говоря, мне это напоминает стейкинг токена PIT в сети Solana. Там тоже его стейкают, от него не натекает прибыльность в том же самом токене, но другие проекты дают дропы, и при взаимодействии, если они как-то взаимодействуют с этой системой PIT. Еще хотел показать, что если вы ждали, что через 4 дня произойдет разблокировка кучи токенов ID на 129 миллионов долларов, то, скорее всего, вот эта вот новость, она подогнана именно для того, чтобы
скорректировать цену. То есть не для того, чтобы цена, грубо говоря, не укаталась. Вот 22 марта, через 4 дня, будет разблокировка. Одна, вернее не одна, а самая крупная из всех, что до этого были. У Space ID там будут разблокировка для фондов, для маркетинга, для экосистемы, для команды, для советников и в том числе для инвесторов, которые заходили на ранних этапах. Немного, но 20 миллионов ID там и 13 миллионов ID. Если они, конечно, начнут распродавать это, может на цене сильно отразиться, но вот этот шаг, чтобы сейчас простые пользователи начали под стейкинг откупать ID, он может как-то благоприятно на это повлиять. Стоит ли еще раз показывать, как дешевле всего добавиться в клуб? Давайте еще раз покажу. Заходим в Name Services. Тут есть PNB Name Service и ARB Name Service. Например, ARB. Вот мы зашли. Открылась у нас вот такая вот страничка. Тут заходим в домены. Видим все домены, которые есть в продаже на вторичном рынке. И в том числе не зарегистрированные на Space ID. Кликаем Expiration. Нет, не Expiration. Не туда пошел. Length, то есть длина. Выбираем максимум 4 символа. И видим, что домен 4 символа с сроком на 42 дня. Вы его потом продлить сможете за $5. Он стоит меньше $70. То есть вот это вот проходка в премиум клуб меньше $70 на данный момент. Дальше уже вот 70, тоже 70 получается. Ну, есть еще несколько донов, можно сказать. Дальше уже он под сотню. То есть остались 1, 2, 3, 4, 5, 6 доменов. По дешевке можно забрать. Дальше уже от сотни будет стоить проходка в клуб. На этом все. Надеюсь, кому-то было полезно.